Если вы печете всего один раз в неделю или реже, то ежедневное освежение и введение закваски при комнатной температуре будет для вас неоправданно как с точки зрения временных затрат, так и расхода муки. Поэтому освежение закваски для ваших нужд несколько отличается от нужд пекарей, выпекающих ежедневно или несколько раз в неделю. Сделать обычное и привычное для вас освежение закваски. Когда она будет готова, то есть увеличится как минимум в 2 раза, тогда можно приступать к следующему шагу. Для этого берем 100 грамм активной закваски, 100 грамм пшеничной или другой муки, на которой вы привыкли печь, и 60 грамм воды. То есть наша закваска будет иметь влажность 60%. Для чего это нужно? Если вы печете всего один раз в неделю, то удобно хранить закваску между выпечками в холодильнике. Как известно, вода – основа жизни для всего живого, и ваша закваска здесь совсем не исключение. Снижая влажность закваски с привычных 100% до 60%, а можно и до 50%, вы таким образом замедляете все процессы ее жизнедеятельности. То есть, хранясь без подкормки в холодильнике, она у вас не перебродит и не закислится чрезмерно, как если бы она это сделала при 100% влажности. Итак, вернемся к процессу. Смешав все ингредиенты, необходимо поставить ее под неплотной крышкой для того, чтобы к закваске поступал воздух, и обязательно при температуре 28-30 градусов на 2-3 часа для запуска брожения. Здесь исключительно важно обратить внимание на правильную температуру. Она должна быть 28-30 градусов. Этого можно достичь, поставив емкость с закваской в духовку с включенной лампочкой. Не переживайте о том, что ваш стартер будет 60% влажности. Как правило, для домашних объемов влажность стартера абсолютно безразлична. Когда вы увидите, что процесс пошел, то теперь нужно закрыть емкость крышкой, причем плотно, чтобы исключить попадание дополнительного воздуха, и поставить закваску в холодильник до следующей выпечки. Остаток закваски можно законсервировать. Распределите ее в толщину 1 мм на бумаге и дайте высохнуть в течение суток или больше, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Когда закваска высохнет, начнет трескаться, ее можно сложить в емкость под плотной крышкой и хранить годами. В таком виде вы сможете передать ее не только вашим детям, а внукам и правнукам. Это будет ваш НЗ и консервация закваски, если вы отправляетесь в отпуск. Пышного вам хлеба!